Valar Morghulis, друзья! 7-й сезон Игры Престолов незаметно и очень быстро подошел к концу, и уже через неделю мы увидим финальную 7-ю серию. А для тех, кто горит желанием узнать, что нас ожидает в финале сезона, HBO выпустили промо-ролик, покадровый обзор которого и ожидает вас в этом видео. Прежде чем перейти к разбору, хочу порекомендовать вам сайт dravatar.com. Там вы можете заказать себе портрет в одном из множества стилей. Вику Кисимяку, например, нарисовали в стиле Затанны. А вам никто не запрещает стать Джоном Сноу либо Матерью Драконов. У ребят очень адекватные цены, во время работы предоставляются скетчи. Можно заказать арт на холсте, все портреты уникальны, подойдут как на аватарку, так и на подарок. По ссылке в описании можно узнать обо всем подробнее. С первых же кадров промо становится понятно, что в финале 7-го сезона почти все главные герои прибывают в Королевскую гавань, где должна решиться судьба Вестероса. Безупречные во главе с Серым Червем, после того как захватили утес Кастерли, благополучно добрались до столицы. Кроме безупречных, у стен Королевской гавани можно заметить и орду дотракийцев. Как видим, все силы Дейенерис соберутся в одном месте. Они, скорее всего, не планируют захватывать город, а нужны лишь для выравнивания баланса сил. Ведь что сможет помешать Серсее убить всех, кто прибудет к ней на переговоры? Лишь угроза того, что в случае какого-либо вида агрессии Королевская гавань будет атакована. Джаймы, уже участвующие в битве, где были драконы и дотракийцы, понимают, в каком проигрышном положении они сейчас находятся, что можно увидеть по его выражению лица. Хочется отметить, что возле него стоит Брон, значит Джайма его не наказал, о чем говорила Серсея в 5-й серии. Кроме сил Дейенерис, возле Королевской гавани также присутствует и флот Эурона, который должен хоть как-то уравнивать превосходящие силы Дейенерис. Эурон, скорее всего, также будет принимать участие в Совете, как один из союзников Серсеи. Также нам показали кадры, где корабль Тириона приближается к столице, где уже выстроен флот Эурона. За спиной Тириона можем заметить Вариса и Тиона Грейджоя. Они, как сторонники Дейенерис, также будут присутствовать на встрече с Серсеей. С Тионом нам показали еще один фрагмент. К сожалению, по нему трудно сказать, что в тот момент будет происходить. Но как бы там ни было, Тион будет присутствовать на собрании в Королевской гавани. Будет интересно увидеть его встречу с Эуроном, поддастся ли он провокациям дяди и покажут ли нам Яру. Как мы помним, они расстались не очень хорошо. В конце концов, все герои соберутся в одном месте, где будут происходить переговоры. Место встречи выбрано символическое – драконье логово, вернее его руины. Раньше в этом здании Таргариены держали своих драконов. На встрече будут почти все главные герои. На кадрах в промо можно увидеть Джона, Тириона, Давоса, Джораха, Тиона, Бриенну, Подрика, Миссандею и Вариса. Почему-то Дейенерис нам не показали, но она наверняка тоже должна там быть. Со стороны Ланнистеров будет Серсея, Джейма, Квиберн и скорее всего Эурон, но его не показали в промо. Как и предполагалось, Джон хочет заключить перемирие для того, чтобы выступить на войну с иными одним фронтом. Он говорит Серсее, что только одна война имеет значение, и она пришла. Мертвеца, которого они с таким трудом захватили во время вылазки за стену, скорее всего также доставят в Королевскую гавань в качестве доказательств. В одном из трейлеров ко всему сезону нам показали кадр, на котором можно было заметить ящик, в котором Вихта и везли в столицу. Также на этом кадре находится человек, похожий на пса. Учитывая то, что Сандер вытягивает меч из ножен, можем предположить, что на встрече произойдет какая-то потасовка. Возможно, пес будет защищаться от мертвеца, что они привезут, или же он увидит своего брата и захочет с ним пообщаться. И возможно, мы наконец-то увидим ожидаемый всеми так называемый Клиганбол. Кроме сцен в Королевской гавани, нам также показали несколько кадров из Винтерфелла. К сожалению, они не несут какой-то информационной нагрузки, кроме того, что там пустился снег. Крупный план грустной Сансы, и затем она же идет по стене замка. Как мы помним, там сейчас разгорается конфликт между сестрами, и скорее всего в этой серии мы увидим его разрешение, но никаких подробностей об этом у нас нет. Если подводить итог, то серия ожидается интересная. Она, кстати, будет самая длинная в истории Игры Престолов. Ее продолжительность 81 минута. Все сюжетные линии, разворачивавшиеся на протяжении этого сезона, приближаются к своему завершению. Перед началом войны с иными, как говорил Джон, которая только и имеет значение, все герои должны разрешить все имеющиеся у них конфликты. В Драконьем логове мы сможем увидеть встречи персонажей, которые ненавидят друг друга, и будет интересно наблюдать за их эмоциями. Например, встречи Тириона и Серсеи, Эурона и Тиона и братьев Клиганов. Финальная серия должна подвести итог всему сезону и подготовить нас к следующему, где будет происходить война между живыми и мертвыми, война между светом и тьмой, единственная война, которая имеет значение.
А чего вы ожидаете от 7-й серии? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, то поддержите его, поставив большой палец вверх, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Буду рад вас видеть в группе канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграм. Спасибо за просмотр, всем пока!